Приветствую, драгоценные, на канале Изумит, с вами Анастасия Меркушова. Как в лепке из холодного фарфора создать такие объемные необычные формы украшения? Это 3D мозаика или иначе послойный пэтчворк, где для объема и узора используем не лоскуты ткани, а отрезки или срезы из холодного фарфора. Нам понадобится плотный холодный фарфор. Рецепт есть на канале, ссылочку найдете в описании под видео. Раскатываем пласт равномерный по толщине на пастомашине или с помощью спиц. Затем на влажную поверхность прикатываем пласт. Вырезаем прямоугольник. Толщина этого пласта 2 мм. И при высыхании фарфор дает усадку. Поверхность заветривается, поэтому увлажняем влажной салфеткой. И затем пласт нарезаем на квадратики. Делаем это пилящим движением. Так фарфор лучше режется, если поверхность подсохла. Затем равняем край. А теперь некоторые квадратики разрезаем по диагонали на треугольники. Тоже делаем это пилящим движением и равняем край. Вот такой получился разрезной пласт. Оставляем его подсыхать в течение суток или двое. Затем разламываем его по разрезам на фрагменты. При высыхании пласт выгинается, отходя от поверхности файла. Если использовать стекло, то будет ровнее. И так можно сделать сколько угодно любого цвета простых фигурок для мозаики. Для сборки нам понадобится клейкая сторона малярного скотча. Обратную сторону приклеиваем на двухсторонний скотч к картону. На такой основе и будем размещать фигурки мозаики. Квадратики размещаем на небольшом расстоянии друг от друга и прижимаем к поверхности. Далее первый слой элементов скрепляем вторым слоем с помощью клея ПВА, тем самым создавая объем и узор. Клей ПВА быстро склеивает фрагменты мозаики, но не сразу, поэтому и есть как раз время для корректировки их расположения. Послойное перекрестное размещение элементов позволяет получить крепкое соединение, плюс объем и необычные формы. Далее оставляем заготовки до полного высыхания. Комбинации мозаики с таких фигурок могут быть самые разные. Кроме этого, по выбору цвета, по толщине пласта и по рисунку. Можно делать под малахит, под дерево. Тонировать и текстурировать поверхность. Даже небольшие элементы, если скреплять их в круговую, можно получить крепкое соединение. И такие заготовки использовать для создания серег, сборки колье, для подвесок. Такие заготовки собраны из треугольников в комбинации с квадратиками. Здесь разница в одном элементе, а сборка одна и та же. Пласт раскатывался с кусочками фольги на поверхности. Здесь сочетание таких элементов. Еще к этому трехслойное соединение. В целом можно создавать и более объемные интересные формы, используя лишь простые. Заготовить и собирать в любое время. Сверлом делаем отверстие. Для защиты от влаги поверхность можно покрыть обычным прозрачным или непрозрачным лаком для ногтей, либо финишным топом, матовым или глянцевым. Здесь матовым топом буду покрывать обратную сторону. Также топ дает дополнительную жесткость заготовки. Еще матовым топом на лицевой стороне буду покрывать нижний слой.
А на верхней части буду делать линзу финишным топом без липкого слоя. Капаем по центру каждого фрагмента и затем распределяем по краям. Также можно использовать втирку для ногтей, стразы и любые другие украшения. Подвески готовы, осталось только подсоединить фурнитуру. Здесь только перекрученные восьмерки. И швензы. Для баланса можно делать и третий слой. И вот такие получились серьги, и не одни. По этой же схеме можно собирать в других цветах, декорировать по-другому. Использовать разного цвета фарфор. Выбирать толщину пласта. Тонировать пудрами, украшать блестками и стразами. Элементы для 3D мозаики можно заготовить впрок и использовать как материал для дальнейшего творчества. Также их можно комбинировать со срезами кейнов. Здесь для творчества бескрайние просторы. Можно и картины составлять, и объемные фигуры. Поэтому экспериментируйте, друзья! Творческого вам полета и прекрасных идей! Подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Все полезные ссылочки будут в описании под видео и в подсказках. Всех благодарю за внимание. Большое спасибо за добрые комментарии и лайки. До новых встреч, друзья. Пока-пока.